Смотрите в этом выпуске. Зачем нужен робот, как правильно с ним тренироваться и как быстро поднять уровень с помощью робота. Меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы найдете море полезной информации для своего поднятия уровня игры. Прежде чем продолжить просмотр, поставьте лайк и колокольчик. Мы начинаем. Многие задаются вопросом, зачем нужен робот, и если покупать, то какой? Робот может помочь в становлении техники, отработке каких-то игровых моментов, развитии реакций и быстроты. Но пользоваться им необходимо с головой, так как если вы будете просто бить без какого-либо анализа, вы либо травмируетесь, либо станете обладателем нестандартной техники, что тоже не есть хорошо. Также робот не заменит партнера и не научит вас думать в игре. Он просто подтянет ваши игровые алгоритмы, в которых вы ошибаетесь. Например, такие как начало по нижнему вращению и продолжение. Об этом всем будет рассказано в конце ролика, поэтому смотрите до конца. Робот в настольном теннисе – это механизм, который вам подает мячи для отработки ударов. Вроде ничего сложного. Включил, бьешь по мячу весь день, и ты чемпион мира. К сожалению, так не работает, и с роботом тоже надо уметь взаимодействовать правильно. У каждого робота есть свой набор функций, и чем он дороже, тем больше возможностей он может вам предоставить. Разберемся немного между простыми и продвинутыми роботами. Простые роботы. Простые – самые дешевые, с минимальным функционалом. Они бросают мячик с одним вращением в один или два угла. На них можно отработать конкретно 1-2 удара. Больше подходят для совсем начинающих. Продвинутые роботы. Более дорогие, но их огромный плюс, что вы можете на них отработать технику ударов, технику перемещений, реакцию, прием подач, игровые комбинации. Одним словом, почти все. Поэтому, если у вас далеко идущие цели без идущего рядом партнера, то сразу обдумайте, что вы хотите получить от механического друга. Итак, мы с вами обзавелись роботом и хотим приступить к занятиям. Но не так сразу. Давайте вначале разберемся, как на старте не допустить многих ошибок. Потом перейдем непосредственно к самой методике тренировки, чтобы был ориентир, как и что можно тренировать. Первое. Если вы занимаетесь без наставника, очень велик шанс закрепить неправильное движение до автоматизма. Второе. Если вы играете только с роботом, то в игре вы так попадать не будете, так как в игре сложнее спрогнозировать вращение, длину, высоту и направление. И третье. Игра на максимальной скорости с максимальной силой не сделает вас быстрее и сильнее, а только приведет к травмам. Часто любители любят включить на максималке робота, думая, что будут играть с такой же скоростью, но на практике лишь ломают технику. Поэтому, чтобы повысить свое КПД на роботе и перенести игровые наработки в игру, первое. Вам необходима правильная обратная связь. Это должен быть тренер, который вас контролирует, либо если его нет, камера. Засняли фрагмент, сравнили с нашим эталоном движения, совпадает, отлично. Также можно обратиться к специалистам в интернете, они смогут подсказать. Второе. Если у вас есть выбор поиграть с человеком или роботом, выбирайте человека. На роботе мы вырабатываем автоматизмы, которые обязательно надо закреплять с человеком, так как на роботе одно вращение по характеристикам, а у человека оно постоянно меняется и у каждого свое. А лучше комбинировать робота с обычными тренировками на БКМ или с партнером. Третье. Делайте акцент на точность и пластичность движения, чередуя их с упражнениями на реакцию и перемещение. Это даст максимальный эффект. Вы должны научиться не бить по мячу как по предмету, а владеть мячом, чувствовать вес, контакт с ракеткой, вращение, какое он имеет и которое вы придаете. Это очень тонкие моменты, которые получается осознать через сотни тысяч повторений. теперь переходим к работе за столом. Начинаем занятие. У каждого игрока свои задачи, которые надо решить. У кого-то страдает первый ход, кто-то слева не умеет играть. И к нашему счастью мы сможем это все подправить. Я покажу базовые упражнения с рекомендациями, направленные на технику, точность, быстроту, реакцию, перемещение и пластику. Техника. Продемонстрируем топ-спин справа. Для начала настраиваем определенный скоростной режим, вращение, частоту. Новичкам необходимо заниматься на самой низкой скорости, чтобы успевать правильно скоординировать свое тело, и постепенно доходим до темпа 60 ударов в минуту. Это 1 удар в секунду, средняя скорость на разминке. Что мы здесь отрабатываем? Первое. Точку удара. Мы должны научиться попадать мяч в высшие точки перед собой. Второе. Контакт мяча с ракеткой. Здесь мы стараемся научиться цеплять мяч нужной частью ракетки. Третье. Работа звеньев тела. Разрабатываем предплечье, учимся чувствовать корпус при ударе, затем стараемся почувствовать перенос
перенос тела и все соединяем. Четвертое. Чувство ритма. Координируем удар по частоте прилетающих мячей, чтобы они были все с одинаковым усилием и в одной точке. Дальше нарабатываем автоматизм. Самое главное, после каждого удара делайте мелкие переступания. Стойте на передней части стопы, чтобы в дальнейшем не прилипать к полу. Точность. Учимся играть по направлению. Как правило, любители умеют бить или только влево, или только вправо. Часто, когда видят, что угол пустой, не могут направить туда мяч и ошибаются. Такое тоже бывает. При работе на точность у вас должны быть визуальные ориентиры. Для начала это могут быть большие предметы. Полотенце, например. Мы кладем полотенце в левый угол и нарабатываем топ-спин справа по прямой. Стремимся попасть в него определенное количество раз, допустим 10. Когда мы научились попадать 9-10 раз подряд, уменьшаем мишени. Например, ставим стаканчики в нужный нам угол или точку и стараемся его сбить за минимальное количество попыток. Перемещение. Умение точно перемещаться является важным умением в настольном теннисе. Вы вначале учитесь работать ногами на месте при ударе, переступая или перепрыгивая, затем начинаете шлифовать короткие перемещения вправо-влево, затем широкие перемещения справа, потом необходимо научиться подходить к короткому мячу и возвращаться обратно. То есть на роботе необходимо создать игровой момент, на котором вы чаще всего проигрываете. Быстрота или, быть точнее, частота одиночных ударов. На каждом роботе есть шкала с частотой подачи мячей в минуту. Здесь вы можете варьировать скорость выполнения удара. Начинаем со стандартной скорости 60 ударов в минуту. Это 1 мяч в секунду. Затем потихоньку добавляем. Не повышайте скорость, пока не освоились на текущей. При данной работе необходимо сохранять правильность удара. После того, как поиграли на скорость, снова работаем на технику. Тогда удар станет быстрее и качественнее. Реакция. В тренировке реакция тоже очень важна, так как вся игра ориентирована на реагирование и прогноз. Сюда входит не только как вы быстро увидели мяч, а целый комплекс. Увидели удар, определили правильное вращение, своевременно подготовили свой удар. Для этого подходят упражнения на реакцию по всему столу. Затем можно сделать подачу вращений на реакцию и все соединить вместе, создавая игровую ситуацию. Тоже не гонитесь за скоростями. Включили адекватно для нас режим и шлифуем переключения между ударами. Как только начали моментально переключаться и попадать по столу, то увеличиваем скорость. Пластичность. Интересное дополнение к ударам, которым владеют не все теннисисты. Она проявляется в способности быстро адаптироваться под мяч и вкладывать в него определенное вращение и силу. При этом, самое важное, вы должны быть полностью расслаблены, сохраняя лишь незначительный тонус в мышцах для выполнения самого удара. Это примерный комплекс, что вы можете отработать на роботе. Если вам необходим детальный разбор каждого раздела на роботе по каждому из блоков, то пишите в комментариях. Самое главное, не перенапрягайтесь. Не надо тренироваться, пока рука не откажет. Сделали подход в пределах 10 минут, дали себе перерыв и расслабились. Лучше работать отрывками, чем час стоять без остановки. Голова должна быть свежая, а мышцы отдохнувшие. Так количество будет переходить в качество. Выразить благодарность и помочь каналу в развитии вы можете по реквизитам, оставленным под видео. Используйте робот с умом, подходите к тренировкам с планом работы, и тогда результат не заставит себя ждать. На этом наш выпуск заканчивается. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями. С вами был Иван Толмачев. До встречи!